Друзья, приветствую вас с побережья Коста-Браво. И сегодня мы в городе, где, по-моему, мы еще вообще не снимали ни одного обзора. И в этом поселке это точно. Город Колонж. Внизу мы снимали обзоры квартир в Сан-Антонио-де-Колонж. Кстати говоря, кому интересно, посмотрите, будет где-то здесь ссылка. А мы находимся над Сан-Антонио-де-Колонж в городе Колонж. Созвучные названия, но разные муниципалитеты. И этот поселок называется Вискондадо де Кабаньес. Сложное название с непривычки. С первого раза никто не может запомнить. Мне этот поселок нравится. Да простят меня поклонники Плая де Ару, но мне этот поселок нравится больше, чем известнейший поселок Плая де Ару Масноу. Потому что, во-первых, не такой крутой подъем, во-вторых, здесь более зелено, в-третьих, здесь международная публика. Наших здесь очень мало, но наших я имею в виду постсоветское пространство, европейцы со всех стран Евросоюза. Здесь даже названия улиц носят названия самых известных городов Евросоюза. Поэтому, наверное, это, может быть, в какой-то части и привлекало европейских покупателей. А может быть, поселок, когда основывался, он уже основывался, исходя из того, что здесь много европейских покупателей, и дабы уважить их и подогреть продажи, названия улицам давались по названиям европейских городов. Так вот, этот поселок мне нравится больше, и я надеюсь, что вам и понравится и объект, который мы сегодня с вами посмотрим. Я нахожусь возле него. Построен он в стиле испанских усадеб. Это не старинная усадьба, он стилизован под усадьбы. И прежде чем мы войдем, просто такие данные, технические характеристики. 12 соток земли, 267 метров дом. Небольшой, компактный, но в нем все есть, и он готов к проживанию. Ну и прежде чем я вас приглашу в дом, напоминаю, меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty, а теперь поехали. Ну что, мы находимся у главного входа в дом. Прошу вас, проходите. При входе в дом нас встречает небольшая прихожая, но что большая редкость в испанских домах, это при входе у нас есть платяной шкаф для того, чтобы повесить верхнюю одежду. Это уже большой плюс. Далее, что мне нравится? Из прихожей мы сразу попадаем в кухню, а из кухни мы перейдем с вами в столовую, затем в гостиную. Ну, все по порядку. Так как дом стилизован под старинную массию, усадьбу у нас тут присутствуют деревянные балки. Это неотъемлемая часть таких домов. Весь дизайн, весь интерьер дома, он, конечно же, выдержан в той стилистике, поэтому у нас тут присутствуют и коричневого цвета рамы, мебель такая а-ля Прованс, что-то такое, да. Посмотрите, какая классная вытяжка. Такие делали в старинных усадьбах. Что, конечно же, дает характер этому дому. Этот дом нельзя назвать безликим. У него есть свой стиль, свой, как я уже сказала, характер. И, безусловно, этот дом настолько индивидуален, что он подойдет такому же индивидуальному и, не побоюсь этого слова, взыскательному покупателю, который ценит старину, старинные усадьбы. Но кому не хочется жить в старинной усадьбе по каким-то причинам, а он хочет что-то более современное, но стилизованное под такие дома. Вот этот дом подойдет идеально. Из столовой мы переходим в гостиную. Здесь нас встречает камин. Из столовой и из гостиной мы выходим на прекрасную террасу. Здесь высокая гора, и поселок у нас уходит вверх. Мы находимся в его нижней части, поэтому у нас нет такого панорамного вида, но даже той высоты, на которую мы поднялись, нам хватает для того, чтобы понять, как вокруг зелено, какие прекрасные виды. Вокруг города Колонж
Это все заповедная зона. Нельзя больше ничего строить. То есть те поселки, которые у нас есть, они больше разрастаться не будут. Строить можно только на тех участках, которые внутри поселка, но поселки не расширяются. И это, я не перестану повторять, из раза в раз повышает ценность недвижимости на Коста-Браво. Сложно найти хороший объект? Да. Сложно найти новостройку? Да. Но если вы купили недвижимость здесь, неважно сколько ей лет, она всегда будет оставаться в цене. Вот в этом наше колоссальное отличие от южных регионов Испании, где массово застраивается, вырубаются во многих местах леса, и все превращается в каменный мешок, в раскаленную сковородку, где невозможно комфортно жить и существовать. У нас, к счастью, этого нет. Мы вернулись с вами к главному входу, и я приглашаю вас пройти в зону спален. Напоминаю, что дом 267 метров. Иногда бывают дома намного больше общей площадью, но комнат или пространства в них меньше. Вот этот дом создает впечатление очень такого большого, добротного дома. Давайте начнем с дальней спальни. Спальня со своим санузлом. Душевая, унитаз, комната. Мы видим, она не таких уж больших размеров, но вполне себе корректная. И здесь вполне можно разместиться. Можно поставить односпальневую кровать для одного человека, тогда места будет еще больше. Тут зависит от размеров вашей семьи. Посмотрите, какая прекрасная спальня. У нас дом расположен фронтально на море. И если бы мы поднялись чуть выше, там уже открывается вид на море. Здесь мы видим горизонт, но сегодня очень жарко, и дымка с моря пошла. Море плохо проглядывается. На самом деле здесь небольшой вид на море есть. И вот эта комната, так же как и терраса, фронтально смотрит на море. То есть солнце у нас идет вот так. В целом зона бассейна, мы спустимся к ней позже, она всегда находится на солнце. Поэтому дом светлый. Если кому-то не нравится и кажется дом темным, это, конечно, создает цвет стен. Представьте, что мы все это выкрасили в белый цвет. Сразу будет совершенно другое восприятие. Еще одна спальня и тоже двухспальневая. То есть по факту здесь в 3 спальнях уже 6 человек мы можем разместить. Для этих 2 спален вот у нас еще есть один санузел, тоже с душевой. Теперь я предлагаю вам спуститься вниз. Мы очутились на уровне бассейна. И тут у нас большое техническое помещение, которое может быть использовано, иметь разные предназначения. Во-первых, шикарная кладовая. В доме кладовок много не бывает. Когда ты в городе в квартире живешь, ты можешь спуститься вниз, и у тебя много магазинов, супермаркетов рядом. В домах всегда люди запасаются продуктами про запас, чтобы совсем не ездить. Здесь, посмотрите, у нас прекрасная кладовка, где можно запастись на случай, если вдруг снова, не дай бог, будет какой-нибудь ковид, вот можно не поезжать из дома. За этой дверью у нас спрятано все техническое оборудование, бак для дизеля, нагреватель для воды. Тут у нас есть туалет, чтобы, если кого-то приспичило, не бежать наверх, и душ ополоснуться после бассейна. Я считаю, тоже очень удобно и практично. Продумано все грамотно. И это комната, которую обожают некоторые мои клиенты, когда на цокольном этаже, на нижнем, есть вот такие комнаты. Некоторые называют винными, некоторые это называют летней кухней. Кто-то говорит, что это 2 в 1. Но посмотрите, у нас тут есть и зона отдыха, и обеденный стол, и кухня еще одна дополнительная. И все это с выходом к бассейну и к барбекю. Смотрите, какая симпатичная территория. Почему в Испании очень часто можно встретить дома вот с таким помещением на цокольном этаже? Да все просто потому, что летом, когда приезжают друзья, хочется сидеть на террасе возле бассейна. И вот когда рельеф какого-то дома, бассейн находится внизу,
то на нижнем уровне оборудуют еще вот такие помещения, потому что, согласитесь, зачем сидеть с друзьями там в гостиной, когда у вас здесь есть дополнительная гостиная, есть санузел, есть кухня, есть барбекю и вот бассейн. Я считаю, что просто прекрасное место для отдыха, для проведения досуга с друзьями, с семьей. Сад у нас идет до самого низа. Напоминаю, что здесь 12 соток. И участок у нас выделен, так скажем, в две такие основные зоны. Вот эта зона бассейна и нижняя зона, где фруктовые деревья. Если кому-то мало фруктовых деревьев, напоминаю, что в Испании нет ограничений, вы можете хоть здесь все засадить ими. Главное, ухаживайте, чтобы они вас радовали. Душ. Ополоснуться после бассейна также есть здесь. Но меня вот завораживает эта терраска крытая. Смотрите, как замечательно. Я всегда, в любой дом, в который я прихожу, я оцениваю, конечно, уровень приватности. В этом доме с приватностью все хорошо. Вот я сижу здесь, и мне никто не мешает. Я буду плавать в бассейне, то же самое. Хотя участки по фасаду не очень широкие. Раз уж мы спустились на этот уровень, давайте пройдем по этой части сада. Сад очень ухоженный. Тут все есть, и гортензии, и розы, и фруктовые деревья. Это, я так понимаю, лимон, какой-то цитрусовый, молодой высажен. И при входе традиционно нас встречает оливка. Кто внимательно нас смотрит, я уже говорила об этом. А кто смотрит в первый раз, расскажу. Оливковое дерево при входе в Испании, каждый уважающий себя испанец обязательно высаживает оливковое дерево, потому что в Испании оливка – это символ долголетия и процветания. Долголетие, потому что оливковые деревья живут очень много лет. И некоторые оливки, как говорят там в Андалусии, они еще, возможно, видели католических королей. Есть и такие экземпляры. А символ благополучия и богатства, потому что вы представляете, раньше тот, кто владел оливковыми плантациями, он был местным олигархом. И оливковое масло до сих пор испанское одно из самых лучших. Так что будете в Испании покупать дома, не забудьте посадить себе оливку при входе в дом. И если вы думали, что дом закончился вот тем нижним уровнем, вы ошибаетесь. Поднимаемся наверх. И это, конечно, очень классная комната. Такая бабушкина мансарда в хорошем смысле. Я не смеюсь, я на полном серьезе. Такая уютная, куда можно убежать от всех, почитать книгу, возможно, послушать музыку или посмотреть какой-то интересный фильм. Дом построен качественно. Мы прошлись уже по всем этажам. Нигде нет ни запахов, ни плесени, ни сырости. И очень мне нравятся вот эти маркизы. Ладно, я не буду открывать, мало ли я что-то не так сделаю. Но жалко, что я не могу их поднять. Посмотрите, какой здесь вид. Вот с этой мансарды видна вся панорама. Посмотрите, какая зелень. Для меня вот такой вид, он даже более ценный, чем вид на море. Повторяю, вид на море есть и на Коста-Бланке, и в Марбее, и на Коста-Браво, и во Франции. Но когда у вас еще есть и зелень, особенно в жарком климате средиземноморской части Испании, я это ни на что не променяю. И дальше у нас еще одна спальня. Посмотрите, какая спальня. И напоминаю, 267 метров. Но дом очень просторный. Вот как грамотная планировка, когда нет длинных коридоров, гардероб, шкаф платяной при входе. Точно так же выполнен, как на этом этаже. Вот все продумано. Может быть, кому-то это не понравится, но мне нравится, когда люди очень внимательно относятся к деталям, потому что если они обратили внимание на эти детали, то уж на качество постройки, я уверена,
было потрачено очень много внимания. Смотрите, вот еще один такой кавчик стеклянный. Выходим еще на одну террасу. И вот здесь как раз вы сможете оценить по достоинству все наши красоты. Как ласточки близко летают. Надеюсь, что к дождю, да. Хочется дождичка, хочется. Посмотрите, как зелено. Я не знаю, я не променяла бы ни за что это побережье. Для меня оно самое лучшее. Конечно, со мной многие не согласятся. Если бы все были согласны со мной, то на Коста-Бланка и на Коста-дель-Соль, например, ничего бы не продавалось. А здесь была бы очередь из покупателей. И это прекрасно, что есть люди с другими взглядами и вкусами. Но по мне так, пусть на меня не обижается никто, все-таки тот, кто покупает на Коста-Браво, это некие избранные люди, потому что только избранный человек может позволить себе жить в таком зеленом заповеднике. Вот мы находимся в заповеднике. Вот посмотрите, куда ни глянь, везде зеленые холмы. Вокруг вот это все заповедная зона. Но, к сожалению, вы о городе Колонж знаете очень мало. Большинство из вас останавливаются вот за тем холмом Плая-де-Аро. Вот для вас существует только этот город, потому что кто-то когда-то написал, сказал, что самый престижный, самый лучший, бла-бла-бла, и вы останавливаетесь все там. А для меня Колонж ничем не хуже. Центр города, вот у нас на камере, наверное, будет видно плохо. Вокруг, внизу, это винные угодья. Тоже очень красиво, кстати, смотрится осенью, когда виноградник становится ярко-красным. Сначала желтым, потом оранжевым, потом ярко-красным. Ну и для любителей активного спорта вот вся эта заповедная зона, заповедники у нас открытые, может любой зайти. Так вот, буквально мы выезжаем за поселок, и там начинаются, во-первых, пешие тропы для тех, кто любит пешком прогуляться, а также здесь очень много велосипедных маршрутов для горных велосипедистов. Я еще пока не рискнула сюда доехать, но когда-нибудь я сюда доберусь тоже. И через этот заповедник мы можем с вами попасть в город Санта-Кристина-Даро. Там у нас есть, в этом городе у нас есть обзоры двух домов в поселке Бейок. Один с прекрасным белым роялем. Посмотрим, кто из вас нас внимательно смотрит, сразу догадается, о каком доме речь. А другой дом с огромным участком и с теннисным кортом. Вот к этим домам мы можем через заповедник попасть к тому городу. То есть, представляете, сложно, наверное, представить, какого размера это заповедник. Гигантский. Напоминаю, дом находится в городе Колонж, поселок Вискондау-де-Кабанис. Все подробности и описание объекта будут в ссылке под этим видео. Стоимость дома 975 тысяч. Это вот как раз на заметку тем, кто просит у нас дома до 1 000 000 евро. Вот этот дом стоит, не доходит его стоимость до 1 000 000 евро. Немножко подводя итог, кому бы я могла порекомендовать этот дом? Этот дом я бы порекомендовала людям, которые ищут тишину и покой, предпочитающие жить в атмосфере европейской публики, без шумных, увеселительных каких-то мероприятий рядом, в заповеднике. Здесь всегда вот такая вот атмосфера. Место не туристическое, хотя тураренда, есть дома, здесь тураренды пользуются большим спросом здесь. Но опять же, здесь тураренду выбирают те люди, которые не хотят тусоваться в гуще событий возле пляжа. А кто приезжает действительно отдохнуть, разгрузить голову, релакснуть, расслабиться по полной программе. Поэтому тут, если туристы и появляются в качестве арендаторов туристической недвижимости, они точно такие же тихие, незаметные, как и сами владельцы домов. Поэтому, если вы ищете именно что-то такое, я вам советую обратить внимание не только на этот дом, но и на всю зону и урбанизацию в целом. И я думаю, что вы будете довольны тем комфортом, с каким можно проживать здесь.
Ну а если у вас остались еще вопросы касательно этого объекта, не стесняйтесь, пишите в комментариях, обращайтесь напрямую. Напоминаю, что мы можем с вами провести визит любого формата оффлайн, онлайн. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных новостей из мира испанской недвижимости. А если вам нужна консультация человека с 20-летним А если вам нужна консультация человека с более чем 20-летним опытом работы в сфере недвижимости, вы знаете, куда обратиться. С вами была Марина, агентство Damnex Realty. И до новых встреч. Пока-пока.